Здравствуйте, господа. Начинаем трансляцию. Я вижу ваши вопросы. Давайте, чтобы у нас хватило на все время. И начнем. Добрый день, Андрей Андреевич. Мне 57 лет, ревматоидный артрит, принимаю ТФ в третий год. Намного лучше себя чувствую. Было подозрение на онколимфы, биопсия не подтвердила диагноз. Реактивная гиперплазия лимфоузла, на КТ показала гемангиома, печень 15 мм, на почке липома 10, киста, гемоглобин все время падает, сейчас 111. Есть миома матки, одни врачи хотят удалить, другие не рекомендуют, так как все стоит на месте и не растет. После самолета остался звон в голове, с правой стороны очень мешает, переболела ковидом неделю назад, перенесла легко благодаря компании ТФ. Сейчас принимаю Инстамакс, Иммуноград, Грипп-депо, антиангин, стволовые клетки. У меня букет. Спасибо за ответ. Вот, смотрите, с чего необходимо начинать. Необходимо начинать с общего понимания происхождения заболеваний в человеческом организме. И на самом деле все связано с определенным видом усвоения и метаболизма веществ, которым поддерживается наш организм. Существует некое понятие, которое называется клеточный обмен. То есть весь наш организм, он состоит из клеток. Весь этот клеточный обмен, он имеет определенные функции и имеет химическую формулу клеточного метаболизма веществ и физиологическую форму и так далее. Ну и существует понятие усвоения глюкозы, окисления, и это называется циклом Кребса, когда формируется, выделяется пируват-киназа, то, что должно перевариваться в виде молочной кислоты, оно должно расщепляться и превращаться в пировиноградную, аромамасляную кислоту, и катализ этого всего совершается веществом тумор М4. И в итоге это все обмен веществ. А теперь по-русскому, и что я имею в виду, и о чем я хочу сегодня сказать. Что бы мы ни ели в нашей жизни, каким бы образом это ни происходило, это прямо или косвенно связано с обменом веществ. Когда мы едим любую абсолютно пищу, то эта пища, несмотря ни на что, будет в конечном итоге формировать молочную кислоту. Будь то глюкоза, будь то белки, будь то жиры и какие-либо вещества, кроме минералов и витаминов, попадая в наш организм, расщепляясь и создавая процесс обмена, он не такой простой, как я сказал, потому что там есть калиево-натриевый насос, там очень много разных систем. И в тот момент, когда происходит усвоение и расщепление, и дыхание грубоклеточное наше, то в этом дыхании участвует вещество, кислород, и после этого выделяется АТФ, это наша энергия, или клетки получают АТФ, это наша энергия, и выделение молочной кислоты и углекислого газа. И перенакопление молочной кислоты очень часто приводит к тому, что появляется два элемента. Первое. Перенакопление молочной кислоты приводит к закислению, переокислению организма. Оно приводит нас к тому, что мы начинаем болеть общими болезнями, которые приводят и к артритам, к опухолям, снижению иммунитета. Далее выделяется аммиак в большом количестве, так как организм наш, он выделяет аммиак в случае, если организм переокислен, и в случае, если аммиак накапливается в крови, а его должен убирать и очищать организм от аммиака должна печень, а мы не можем, так как печень перегружена. И третий элемент переокисления и увеличения аммиака приводит к судорогам, к варикозным расширениям вен, гипертромботизации, к появлению макулодистрофии, к повышению артериального давления, к атеросклерозу и так далее. То есть условно можно сказать, что в этом всем цикле одним из ключевых моментов всего является вот такое переокисление. И переокисление, здесь нужно сказать, чем переокисление? Молочной кислотой. И, конечно же, вот я раньше говорил, что есть дети, у них эпилепсия, отсталость в развитии.
и даже появление аутизма. Если у большинства таких детей производить исследования и анализ крови на наличие аммиака, то мы заметим, что огромное количество аммиака выше критических показателей обычно есть у всех абсолютно детей. Есть ряд работ, монографий, связанных с исследованием аммиака в крови. И в случае, если у человека нервные тики, там дергает глазами, почему у детей появляется? Дело в том, что многие молочные комбинаты, даже если вы этого не знаете, я вам расскажу секрет, они получают молоко, которое быстро портится, потому что нельзя собрать, допустим, там 100 тонн молока, 10, я не знаю, там у кого какие обороты, так, чтобы молоко было сохранено, потому что для его перевозки, сбора, на это все уходит большое количество времени. И в тот момент, когда такое молоко получают, в большинстве своем такое молоко скисает. И для того, чтобы молоко вновь привести в стабильную форму, а чем или за счет чего оно скисает? За счет увеличения молочной кислоты в молоке. Добавляют обычный аммиак. Обычный аммиак, добавленный в молоко, вновь делает молоко нормальным. И вот добавляя аммиак в такое молоко, они пакуют такое молоко, мы его начинаем давать детям там в кашках, еще в чем-то, и у детей появляются психические отклонения, появляются тики нервные, появляется импульсивность, агрессивность, отсталость, эпилептические припадки и так далее. Ну и, Андрей Андреевич, а что бы вы могли посоветовать, если какой-то процесс, который бы мог привести весь наш метаболизм в порядок, с пониманием того, что, да, конечно, без аммиака, который выделяется в нашем организме, там, здесь во всем виновата, если так разобраться, молочная кислота. Избавиться от нее практически невозможно. Но, есть одно но. В этом всем цикле расщепление молочной кислоты может происходить двумя путями. Ацетилированием, то есть с дыханием, с усвоением и окислением молочной кислоты нашими легкими. И второй курс, метод, это первый, это мука, то есть через легкие, а второй висцеральный, то есть это происходит через печень, через почки, там, путем катаболизма. И здесь хотелось бы сказать, что если все проходит у нас через печень, и все проходит у нас через кровь, то тогда это ухудшает наше состояние. Но если человеку достаточно кислорода, если человек принципиально увеличивает количество кислорода, то вот такое принципиальное увеличение количества кислорода может привести человека к тому, что у человека заметно улучшается весь обмен веществ. А обмен веществ это что? Это наша молодость, это наша красота, это наше хорошее самочувствие. Поэтому я уже раньше говорил об этом. Человек должен на протяжении дня выполнять вот такие активные дыхательные процессы, о которых я рассказывал. Они называются дыхательные процессы Патрула-Далкар. Человек становится в полный рост, немного ставит на расширенных, вернее немного расставляет ноги, ставит на ширине плеч, вот еле вспомнил, и после чего открывает как можно шире рот, начинает раскачивающееся движение, немного подкидывая как бы свое тело, и должен добиться состояния, при котором вдох и выдох не делается его легкими и диафрагмой, а как бы вдох и выдох омывает, он сам входит и выходит. Таким образом и включается процесс увеличения кислорода. Увеличенный кислород начинает помогать расщеплять глюкозу, и процесс переходит в легочное ацетилирование вот этой молочной кислоты. То есть человек начинает очищать свой организм другим путем. Он начинает его очищать за счет дыхания. Для того, чтобы усилить процесс воздействия вот такого, я рекомендую перед таким дыханием выпить пол чайной ложки соды на полстакана воды, а также выпить 1-2 стакана минеральной воды. Минеральная вода снизит метаболизм нашего кишечника, уменьшит количество кислорода в нашем кишечнике и увеличит количество усваиваемого кислорода, который находится в легких. Тем самым произойдет процесс вот этого ацетилирования. То есть кислород начнет окислять те вещества, которые находятся в легких, и фактически будет увеличиваться таким образом и обмен веществ, уменьшаться аммиак, уменьшаться
молочная кислота и так далее. Что же происходит в обычной жизни? В обычной жизни количество кислорода, количество бактерий, которые находятся в нашем кишечнике, увеличивается. Это аэробные, анаэробные. Они у нас в большинстве своем могут быть и нормальными, но в большинстве своем являются еще и патогенами. Вот эти микробы или эти вещества, они могут участвовать в процессе расщепления молочной кислоты, а также в процессе добавления молочной кислоты. И за счет этого происходит увеличение или рост инсулина подкожно, а также может из-за этого происходить ожирение, из-за этого может происходить наоборот снижение жировой клетчатки, снижение иммунитета и так далее. Поэтому для того и человек в обычной жизни, он недополучает вот таким активным дыханием воздуха. Вот если читать, допустим, Берга, это происхождение заболеваний человека, или там Левицкого, диагностика внутренних заболеваний, то они очень часто говорят о том, что потенциально и путем вот клинических исследований, так как они были клинические такие врачи, и они потенциально всегда говорили о том, что в ходе лечения заболеваний желудка мы считаем, что частью заболеваний желудка или первопричиной заболеваний желудка может быть синусит, гайморит, назальные заболевания, заболевания носоглотки. И дальше проводят аналогию. Это они проводят без объяснения, потому что на то время, когда они это писали, еще никто не знал о цикле Кребса. Сейчас становится понятным, как это все работает, и я считаю, что в случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни, у него более сидячий образ жизни или подвижный образ жизни, это тоже не имеет значения, он сталкивается с переокислением, старость приводит к переокислению, стрессы приводят к переокислению, переокисление приводит к появлению молочной кислоты, и нам очень часто не хватает как раз перевести наш организм на процесс цикла Кребса так, чтобы легкие в этом процессе превалировали перед всем остальным. Поэтому для нас вот такое дыхание может быть выходом из всех ситуаций. И принятие, допустим, соды, принятие минеральной воды на протяжении дня, 2-3-разовое по 10 секунд до 3 минут, вот такое дыхание на протяжении 10 дней может устранить такие заболевания, как ночные судороги, глухота в ушах, заболевания шейного отдела. Все это переокисление и все это накопление молочной кислоты. Даже опухоли исчезают на этом фоне. Вот так. Надеюсь, вам это было интересно. Далее, по поводу, Андрей Андреевич, болит очень поясница, болит еще что-то и так далее. Сегодня хотелось бы показать или рассказать о некоторых таких уникальных точках, которые есть в нашем теле. Эти уникальные точки, они действительно очень эффективно работают и могут быть первой помощью человеку, который сталкивается с какими-либо заболеваниями позвоночника. Если я не утверждаю, что это может спасти человека или это может тотально убрать заболевание, но, как показала практика, когда у человека появляется болезненный синдром, когда человек сталкивается с заболеванием пояснично-крестцового отдела, шейного, то это его затрудняет дальнейшую жизнь, ухудшает общее состояние, он не может работать. И лечение запущенного такого механизма, оно достаточно длительное. То есть там и мануальная терапия, и использование, возможно, электрофореза и так далее. Ну и можно ли каким-то образом в домашних условиях помочь себе? Ну, конечно. У нас существуют определенные триггерные точки, которые отвечают за поясницу. Условно можно поясницу нарисовать вот таким образом. От одной косточки и до другой косточки. Вот это все, это отдел нашей поясницы. Приложив сюда наши пальцы, в случае, если у вас ничего не болит, то, приложив сюда пальцы, вы не почувствуете никакой боли. В случае, если у вас где-либо болит в пояснице, в левой стороне это левая рука, в правой стороне это правая рука, то и на одной руке, и на другой вы сможете найти твердую точку.
она будет прямо как горошина, или как маленькая соя, или даже как пшено. Но вы ее прямо болезненно ощутите. После того, когда вы ее нащупаете, очень сильно на нее нужно надавить, так, чтобы аж взвизгнуть. 30-40 секунд подержать и отпустить. Через 10-30 минут боль в пояснице исчезнет. Насколько? Надолго. До следующего, возможно, процесса вновь накопления там, молочной кислоты и так далее. Это точки, которые отвечают как раз за нашу поясницу. Также в случае, если у женщины есть проблемы, у мужчин простатит, у женщин миома и так далее, то именно между вот этими косточками и появляются болезненные точки. Достаточно активного массажа таких болезненных точек против часовой стрелки или по часовой стрелке, чтобы убрать или устранить боль при андексите, при заболеваниях простатита, при болезненных менструациях. Вот смотрите, как наш организм уникально реагирует и настолько все уникально может работать. Вот от меня такой вам презент. Дальше. Марьяна Королевская. Ваши народные рецепты и продукции ТФ. Часть. Эффективно пользуюсь 3 раза. Просьба, подскажите, пожалуйста, чем улучшить состояние моей сестры? Нога синего цвета, 6-й день как сбила. 6-й день как сбила машина. Бедная. 6-й день как сбила машина. Подскажите, чем лечиться моей сестре? Купите мазь траксивозин и смазывайте мазью траксивозиновой ей ногу. Это ушиб. Также помогут какие-нибудь простейшие антикоагулянты. Ну, можно там Дитролекс, противовоспалительный, там Мавалис. Ну, и это будет устранять боль. Да, бедненькая. Антикоагулянты по-любому нужно пить. Наталья, здравствуйте, Андрей Андреевич, мне 49 лет. Не видно в ТикТоке, где я показываю. Ну, все очень несложно. 2 косточки есть у человека, между ними, между костями, если нарисовать полосочку, это и будут места всего нашего поясничного и крестцового отдела. И вот здесь находятся, если положить 2 пальца или 3 пальца, вы можете нащупать вот такие болезненные не новообразования, а узелки. Надавливание на такой узелок уберет боль мгновенно. Сделайте это сейчас вместе со мной и тут же скажите: началось. Кстати, с обратной стороны нашей руки тоже находится, ну грубо можно такую же линию провести. И здесь есть бугорок. Надавливание на этот бугорок с правой стороны открывает желчный пузырь, а с левой стороны закрывает илиоцикальный клапан входа желудка в пищевод. Таким образом, массаж левой стороны узелка или бугорка может помочь вам избавиться от гастроэзофагита, а с правой стороны от дискинезии желчных протоков. Вот так несложно. Галина Зубкова. Мне 77, но не сдаюсь. Ура! Изучаю ступени правильно. Удается собрать средств на все. Подскажите назначение. В кишечнике громко, в желудке вода булькает, когда шевелишься. Отрыжка. Отрыжка, сейчас я скажу. Вы сказали, что толстая кишка как труба. Что теперь скажите по сегодняшнему состоянию? Ну, сейчас лучше. Вот сейчас 100% лучше. Что необходимо делать? Необходимо для поджелудочной железы попейте семена льна. Заваривайте семена льна, 1 чайная ложка на стакан воды. Вот такой стаканчик пейте 2 раза в день, утром и вечером. Также ешьте овсянку и на протяжении дня пейте сырые яйца. Татьяна пишет: ура, боль в пояснице ушла. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Вот видите, как это все работает. Есть много таких уникальных точек в нашем организме и достаточно эффективно работающих. Есть точки, которые я называю точки на бедрах, которые могут убрать у человека старение и даже неприятности в жизни. В этом очень хорошо разбираюсь и часто в своих семинарах об этом рассказываю.
Начались осложнения, пальцы на руках не могут согнуться, хруст в коленях. Смотрите, если у вас пальцы на руках не могут согнуться, а также хруст в коленях, я уже раньше рассказывал, возьмите сырое яйцо, залейте его уксусом, не очищая от шкурки, пусть оно неделю постоит, пробейте, взболтайте блендером или миксером и натирайте места, где хруст в руках и так далее. Также камфорный спирт, свиное сало и йод. Возьмите свиное сало, добавьте в него йод, чтобы сало стало цвета шампанского, и добавьте камфорный спирт. Взболтайте, натирайте места, которые плохо гнутся на руках с левой и с правой стороны, и хруст исчезнет и так далее. Месяц пила витамины В6, D3, витамин С, открылся зуд по всему телу. Перестала пить, сейчас пью натрий фосфориком. Подскажите, чем можно убрать мое состояние? В таком количестве препаратов какой курс по времени? Ага, витамин С может вызывать у человека появление аллергии. Что такое аллергия? Аллергия это переокисление крови. И для того, чтобы кровь привести в нормальное состояние, необходимо это делать путем голодания, путем быстрого дыхания, о котором я говорил, и прием щелочной воды или минеральной воды. Что одно, что другое действует практически одинаково. И да, минеральной воды, это воды с газами. Считаю, что да, это не всем полезно, детям особенно не полезно, но людям взрослым активно использовать минеральную воду при дыхательных циклах заметно улучшает работу всей системы обмена веществ. Пожалуйста. Здрасте, как избавиться от кровоточащего геморроя? Подскажите, пожалуйста. Мной разработана мазь, она называется Nodix. Эта мазь Nodix, я ее рекомендую купить на моем сайте aduiko.com или по-другому написать Duiko, но без йод, Duiko в ютубе, Duiko. И найти мой сайт, там будет duiko.guru, duiko.com, aduiko.com, duiko.market. То есть это вот мои сайты. Зайти на сайт, который связан с тибетской формулой, и найти препарат Nodis. Nodis, мазь Nodis. 1-2 раза, и за 1-2 раза даже кровоточащий геморрой исчезает. При этом очень хорошо использовать совместно с препаратом Гемарнем и Nodis. Поможет от геморроя. Народный способ: кусочек свиного сала, чуть-чуть в морозилке замораживается, ставить утром и вечером, смазывать при этом золотой звездочкой вьетнамской. Джаркуша Валена, здравствуйте, буду делать практику с точкой, есть миома, обязательно напишу о результатах, но после нажимания на руке на точки стало общее состояние как легче даже. Да, правда. Светлана. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли безоперационно вылечить разрыв мениска коленного сустава, осложненный еще начальным артрозом? Хирург-ортопед советует операцию, невропатолог не советует операцию. Дело в том, что это связано не столько с, наверное, врачом, а связано с вашим образом жизни. В случае, если у вас образ жизни очень подвижный, если вы все время на ногах, в случае, если у вас работа стоячая, то тогда необходимо провести оперативное вмешательство, зафиксировать и заживить. В случае, если у вас малоподвижный образ жизни, то такой мениск можно восстановить путем фиксации жесткой повязки и ограничением работы вашего мениска. То есть вот таким способом. Ну и можно принимать там хондроитин, глюкозамин, коллаген. Это все восстанавливает связки быстро причем. Так. Синяя нога смазывать можно уксусом, но лучше троксивазином, правда, уберет. Уже прошла курс препаратов. Мазь Эндометрикс, женское здоровье, Минзанорм, Сирантал, Поставит, Железняк, Гормонорм. Гинеколог поставил диагноз эндометриоз. При этом прописали Магнеквин. Ага, сейчас читаю.
квинофолин, ливадинол, индомирол. Подскажите, пожалуйста, курс АТФ достаточно или нужно принимать препараты с аптеки тоже? По моему мнению, принимать эндометрикс будет достаточно. Используйте еще раз препарат эндометрикс, матрикс, женское здоровье. И продолжайте это делать. Эндометрикс устранит проблемы с эндометрием. Также нужно всегда знать, что эндометриоз — это всегда недостаточность прогестерона у женщины. Поэтому можно взять, допустим, препарат как он там называется? Сейчас поможет бог интернета. Вот 8 ответов Baby-блог. Сейчас откроем и посмотрим, какие препараты гинеколог обычно рекомендует. Ладно, вспомню, сейчас скажу. Здравствуйте, Андрей, 8 лет, очень сильная плоскостопие. Поможет ли болтушка? Да. Врачи сказали делать операцию не обязательно. Обязательно знайте, что для того, чтобы не было плоскостопия, необходимо наблюдать за ребенком в следующих моментах. По тибетской медицине и по медицине китайской, рефлексологии говорится о том, что плоскостопия формируется на фоне почечной недостаточности у ребенка. Именно поэтому препараты для улучшения работы почек и мочевого пузыря — это препараты лечения плоскостопия. Почему я это утверждаю? У меня есть сын, его зовут Слава. И из-за очень быстрого роста организма, он очень высокий, такой большой мальчик, у него формировалась плоскостопия, которую мы с успехом смогли побороть, применяя препараты следующие. Мы давали ему Ренокс, давали ему эндометрикс, Ренокс, дальше цистонорм, энуретин. Это все препараты для почек. Давали по одной таблетке 2 раза в день, также потом давали еще витамин D. И стабильно 1 раз в год, конечно же, поездки на море. И в начале нам говорили, что мы не справимся без хирургии, так как были выражены дисплазия даже тазобедренного сустава. На сегодняшний день все эти диагнозы у нас полностью устранены, у нас правильная поступь, и там все, в общем-то, очень хорошо. Поэтому тибетской медицине можно верить. Используйте мои препараты Ренокс, Ренокс, цистонорм и нуретин по одной таблетке 2 раза в день. Здрасте, пропила Гипакс, ЛЛС, L-триптофан. В голове стало спокойнее, беспокоит слабость, низгам, панические атаки, головокружение, неустойчивость. Подскажите, чем можно помочь? Обычно, когда у человека появляются панические атаки, это говорит о сердечной недостаточности раз. И второе, синдроме несмыкания митрального клапана сердца. В случае, если у человека панические атаки, это как раз и говорит о переокислении, и это говорит о несмыкании. И нужно чем-то стимулировать сердце, чтобы сердце сжималось. По моему мнению, самый такой простой препарат, имеющий возможность помогать, это просто валидол. То есть четверть таблетки валидола, и через них делать глубокие вдохи и глубокие выдохи. Как работает сердце? Наш вдох — это 2 удара, наш выдох — это 2 удара. Таким образом, для того, чтобы сомкнуть, нужно сделать 2 вдоха и выдох, 2 вдоха или 3 даже вдоха и выдох. Почему? Так мы воспитываем сердце максимально сжиматься. То есть это делается так. И вот вы его сжали, это сердце, и выдохнули. Вот если делать или тренировать свое сердце сжиматься вот таким образом, то в дальнейшем панических атак не будет. Также стимуляторы сердца. Какие самые простые?
Но это азот содержащие препараты. В нашей компании это Презус Монтесин, это NS-Card. Медицинские препараты это Карвалол, Карвалмент. Это можно там четверть таблетки нитроглицерин, только даже меньше. Если вы очень худенькая женщина и низкое давление, то не нужно принимать такое астеничное телосложение. А если вы другого типа телосложения, то можете принимать. Здравствуйте, что нужно сделать, чтобы восстановить функцию глотания? А то вся слюна стекает в трахею, блокирует поступление кислорода. Когда у человека выделяется в большом количестве слюна, это говорит о синусите аллергического происхождения. Помогут любые назальные спреи от аллергии. То есть не нужно использовать спреи, которые там от отека, нужно использовать от аллергии. В нашей компании это спрей называется трангиновые капли, можно им закапывать. В аптеке можно спросить. Также я считаю, что питье соды по утрам может очень заметно снизить вот такой процесс. Медицинское, это, конечно, тавигил, это может быть, димедрола сейчас нет, это диазолин, тавигил, цитрин. В моей компании препарат Аллергонорм и Галит. Галит одна таблетка один раз в день, препарат Аллергонорм по 2 таблетки 2 раза в день. Прошу, скажите, пожалуйста, в правом боку очень болит, какие препараты взять? Когда болит в правом боку, это не печень, и это, скорее всего, не желчный пузырь. Когда болит в правом боку и боль такая интенсивная, постоянная, и боль голодная, как я ее называю. То есть она такая и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет. Это говорит о том, что вы болеете язвенным колитом 12-перстной кишки. В случае, если у вас боль обычно связана с появлением большого количества горечи, язык становится желтым, это говорит о том, и боль распирающая, такая огненная, а не стонущая, такая колючая, это говорит о том, что у вас дискинезия желчных протоков. При дискинезии желчных протоков у человека появляется ощущение горечи во рту, появляется заброс горечи в пищевод и ощущение горького такого во рту, это частое явление. Пища теряет вкус, пропадает запах. И для того, чтобы восстановить, необходимо пропить мои препараты Лунглин и Ликалила по 1 таблетке 3 раза в день. Также очень помогают обычные сырые яйца. Необходимо, если вы болеете заболеванием дискинезия желчных протоков и так далее, вам необходимо обязательно принимать сырые яйца. Принимать их необходимо натощак, 1 яйцо утром, 1 вечером. Ну и, конечно же, желательно, чтобы эти яйца были каким-то образом проверены на наличие в них ботулизма или еще чего-либо. Покупайте только проверенные, покупайте у знакомых производителей, покупайте, не знаю, в общем, все в ваших руках, ищите. Попробуйте выпить 1 яйцо, если вам не будет плохо, покупайте такие же и попринимайте. Курс лечения не менее 10 дней. Кстати, отдельно разделенный белок и желток имеют по отдельности уникальные функции. Отдельно выпитый белок, растворенный в воде, может помочь справиться с заболеваниями носоглотки. А отдельно выпитый желток может помочь человеку справиться с заболеваниями дискинезии желчных протоков. У внучки 10 лет, также легкие лечат яичный желток. Андрей Андреевич, у дочки 10 лет, диагноз ангиодисплазия сосудов ног. Помогите, пожалуйста, справиться с заболеваниями с рождения. Бордовые пятна на ножках. Появляется что-то вроде синяков после небольших физических нагрузок на ножке. Быстро устает и жалуется боль на ногах. Вы сейчас прямо рассказали мне о том, о чем я сказал в самом начале. Это переизбыток молочной кислоты. И, видимо, это связано с перенаполнением в желудке и желудочно-кишечном тракте анаэробных бактерий. И это приведет к тому, что справиться невозможно будет, потому что ем очень много молочную кислоту, она переходит в печень, загружает наш организм, появляется высокая коагуляция, то есть тромботизация. И это все необходимо устранять вот таким дыханием, как я рассказал. Давайте ей минеральную воду и заставляйте ее стоя, без сильных физических таких
раскачиваний дышать вот так, как я вас научил, это действительно на 100% заметно улучшит ее состояние. Наш препарат есть, он называется Легкохода, а также рутин. Легкохода и рутин. Для того, чтобы более и лучше работало выведение самого аммиака и молочной кислоты, можно пропить еще препарат Гепакс по 1 чайной ложке на 1 стакан воды. Андрей Андреевич, я решила пройти курс новокаина. Вы говорили, 15 миллиграмм нужно колоть 13 дней. Да еще каждый день болит голова. Это может быть связано с этими уколами. Когда человек колет новокаин, он должен понимать, что у него начинает увеличиваться артериальное давление раз. Также увеличиваться метаболизм. Вот посмотрите на детей. Когда маленький ребенок, он вскочил и бегает, и у него много вот сил, он не может никак успокоиться. Когда мы взрослеем, то мы становимся спокойными, сидим на стульчике, и нам уже лишний раз встать куда-либо не хочется. То есть мы живем по принципу сберегания энергии, а дети живут по принципу выброса энергии. Таким образом мы свой АТФ храним, а они свой АТФ расщепляют постоянно. Поэтому мы разные. У ребенка сердце бьется быстрее, метаболизм происходит быстрее, расщепляется еда быстрее. Вы колите новокаин. Когда вы колите новокаин, то весь организм меняется в сторону молодого человека, что нам не свойственно. И это все приводит к увеличению метаболизма, к увеличению дыхательного цикла, к увеличению объема цикла Кребса, или вернее метаболизма цикла, увеличению кальция, увеличению метаболизма кальция, увеличению метаболизма щитовидной, паращитовидной железы, поджелудочной, даже надпочечников, даже там кортизола и гидрокортизона и там всего остального, там прогестерона, эстрадиола, тестостерона и так далее. И это все, вы должны это все ощутить. То есть у вас должно быть даже такое ощущение, как беспокойство, сердцебиение. Это правильно. Это нужно понимать, что это движение в обратную сторону. Если голова болит, обязательно измеряйте артериальное давление. Для того, чтобы определить, не повышается ли у вас артериальное давление. Очень часто я замечаю у людей, которые всю жизнь считали, что у них анемия, низкое артериальное давление, начинаю замечать гипертоническое заболевание сердца. И обычно вот, когда я принимал людей в свое время в киевском офисе у себя, ко мне приезжали женщины, которые стабильно жаловались на головокружение, головную боль, пили по два ведра кофе, и их всегда шокировали мои слова, когда я говорил: вы болеете артериальной гипертензией, то есть по-другому у вас высокое артериальное давление. И человек говорит: нет, что вы, Андрей Андреевич, я всю жизнь борюсь с тем, чтобы оно у меня хоть немного поднялось. Я говорил: а давайте измерим. Ну и после того, когда измеряли, женщина думала, что у нее будет 80/60, как в юности, а у нее было там 156, допустим, на 130. Это говорило о том, что это очень высокие показатели. Какие же правильные показатели артериального давления? Всегда это говорю. И хотелось бы несколько слов сказать еще об этом. Максимально правильное артериальное давление это 120-80. И когда врач говорит: какое ваше рабочее давление, 130-140 это нормально, не верьте. Нормальное давление, в ходе которого сердце стабильно работает и стабильно хорошо, в ходе которого сердце не разрушается, это давление 120 и 80. И в случае, если вы принимаете какие-либо препараты, они снижают вам со 160 ежедневно до 130, знайте, вы должны подобрать курс дополнительных препаратов, которые еще больше снизят вам давление так, чтобы оно было 120/80. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему люди мерзнут во время голодания? В чем проблема организма? Когда человек голодает, у него происходит устранение окисления и распад аминозин-трифосфорной кислоты, то есть по-другому АТФ. А АТФ это энергия, поэтому когда мы голодаем, мы теряем энергию. И это процесс хороший. И то, что мерзнем, это тоже хорошо. И в этот момент происходит даже истощение еще и центральной нервной деятельности. Но очень полезно тем, у кого
Перевозбуждение центральной нервной деятельности. Как определить? У меня вот, я живу по принципу перевозбужденной нервной системы. Я много работаю, много думаю, много общаюсь, много звоню там. И у меня много очень цикличных таких повторяющихся процессов, там, запоминания и там, разговоры и так далее. Также я ем, там, занимаюсь физическими упражнениями. И происходит истощение по принципу перевозбуждения. И мои заболевания основные, они будут там гипертоническое заболевание сердца. Какие мне необходимы препараты? Ну, препараты, которые снижают глюкозу в крови, препараты, которые снижают психическую активность, то есть успокоительные. Ну и если я принимаю успокоительные, у меня происходит процесс худения, переохлаждения, АТФ распадается, отсутствие сил, и при этом организм лечится. Поэтому если у вас панические атаки, депрессивные эпизоды, вам необходимо поголодать, попринимать корвалол, попринимать мой поставит или сирантал, ну вот где-то таким образом. У девочки 10 лет обнаружили патологию глаз, диагноз гиперметропия, амбиопия. Ого. Для восстановления зрения ребенку необходимо принимать мнемонорм, глаукамин и есть препарат маточное молочко и черника. Кальций с черникой тоже есть. Вот и принимайте по одной таблетке 2 раза в день. Также необходимо начать давать магний ребенку. 1 столовая ложка препарата Magnum Cit 300 на 1 стакан воды 2 раза в день. Слушаю ваш совет. Очень прошу вас дать совет мужу при аденоме простаты. Пока не нашла вебинаров по этому вопросу, он уже принимал курсами гентоксаденамид, модулятор, делает массаж мячиком. Нет. Это все не поможет. Что необходимо делать? Ректально свечи мускус чередовать с свечью изотоновой. Утром ставить мускус ректально, вечером свечу изотоновую. Дальше принимать препараты. Мускус 1 чайная ложка на стакан воды. Туда же канцерамидин 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Препарат аденомид по 2 таблетки 3 раза в день. Только таким образом сможете устранить. Еще геморфит пусть принимает по 1 таблетке 2 раза в день. Если у сына 14 лет синдром Шлятера и плоскостопия выявили год назад, даем кальций, возможно, посоветуйте, что давать. Дело в том, что кальций, к сожалению, если его давать, не усваивается. Дело в том, что, по моему мнению, метаболизм кальция исключительно связан с витамином D3. И недостаточность употребления витамина D3 и приведет к неусвоению кальция. Именно поэтому, если вы даете витамин D3 вместе или совместно с кальцием, то такие вопросы решаются. В случае, если нет, то вопросы не решаются. Обратилась женщина, 62 года, поставлен диагноз остеопороз 2 степени или 3 степени. Сделали эту остеопорозную скрин и определили, что у нее там очень малое содержание кальция в крови. Принимала кальций кораллового клуба на протяжении 5 или 6 лет. И вот она ко мне приехала и говорит, я говорю, ну что ж, вам кальций надо попринимать. И она, кальций? Какой еще кальций? Что за бред? Он мне ничего не помогает. Андрей Андреевич, что нужно делать? Я ей говорю, а вы принимаете его с витамином D3. Просто возьмите витамин D3 в аптеке, купите большую дозировку, 1 таблетка 1 раз в день и принимайте тот кальций, который вы принимали. После этого через несколько месяцев она со мной виделась, я говорю, как ваше состояние? Она говорит, еще раз скрин делали, у меня очень хорошие показатели, врач сказал, я не знаю, что вы там пьете, но продолжайте, видимо тот кальций, который вы принимаете, вам подходит. И я хочу сказать, что совместное принятие кальция с витамином D3 более эффективно, ну и как правило, приводит в норму вот всю опорно-двигательную систему. Я бы еще рекомендовал кальций совмещать с кремнием. И витамин кремния у нас находится в препарате, он называется у нас антитокс.
1 чайная ложка препарата антитокс на стакан воды и 1 чайная ложка препарата цитрат кальция. Размешивается в стакане воды и после приема пищи маленькими глотками по чуть-чуть на протяжении дня принимайте. При этом после принятия вот такой смеси кальция с антитоксом выпивайте 1 таблетку витамина D3, желательно в вечернее время. Андрей Андреевич, огромное спасибо за ваш труд, вашу помощь людям, дающие веру в добро. Спасибо. И все-таки вопрос. Моя невестка, мама любимой внучки, очень мучается от боли в мочевом пузыре. Ночью просыпается через 2-3 часа от позыва в туалет. При этом печет в области уретры. Когда-то ставили диагноз лейкоплакия. Очень жду ваших советов. Обязательно пусть начинает делать вот что. Первое, спринцевание. 1 стакан воды и по 2 капли аромамасел. Нероли, аниса, жасмина, чайного дерева. Мои препараты. Энуретин 2 таблетки 4 раза в день. Ренокс 2 таблетки 4 раза в день. Манкулит 1 чайная ложка на 1 стакан воды 1 раз в день. Дальше можно попринимать медицинский препарат канифрон. По 2 таблетки 3 раза в день. Также сдать развернутый анализ крови и посмотреть, нет ли у нее высоких лимфоцитов или лейкоцитов. Потому что она сейчас может болеть не циститом, а это может быть хронический такой, может быть реактивной формы панкреатит. Причем дебют мог быть там 100 лет назад, а сейчас все идет к появлению там почечной недостаточности и может уже пора кричать караул. Для того, чтобы начать работать с почками, я рекомендую все же, несмотря ни на что, при любом воспалении почек, мочевого пузыря или там чего-либо еще, начать принимать антибиотик. Этот антибиотик называется норфлоксацин. 500 миллиграммов 1 раз утром, 1 раз вечером. Также можно вагинально ставить свечу, которая называется, можно доксициклиновую мазь, допустим, вот такое что-нибудь. Приобрели у вас ДИА, не знаем, как его использовать, нет информации, объясняю. ДИА это смесь компонентов АСД второй фракции, изотизона, метасозона и не помню там еще чего-то. Ага, и дегтя жидкого. Вот такой препарат, по моему мнению, имеет ярко выраженный противоопухолевый эффект. Принимать необходимо по каплям. Первый день 1 капля на стакан воды или столовую ложку воды. Второй день 2 капли. На 10-й день 10 капель. На 11-й день 9 капель. И так до 1 капли. Первый курс до 10 капель. Потом делается неделя перерыв. Второй курс делается до 15 капель. Потом неделя перерыв. И третий курс можно аж до 50 капель доводить и в обратную сторону. Курс действительно очень эффективный. Если есть где-либо в организме какие-либо опухолевидные новообразования, в том числе образования в носоглотке, в мозге, там, миомы и так далее, рекомендую использовать данные капли. Сразу же хочу предупредить, что капли имеют ярко выраженный вкус дегтя и очень неприятные. Но если себя переубедить, то эффект потрясающий, очень ярко выраженный. А еще при применении ДИА, если очень сильно худеете, то необходимо курс ДИА прекратить. Если при применении ДИА поправляетесь, то можно смело продолжать. От ДИА можно чуть-чуть поправиться. Огромное спасибо, дающее веру в добро. Пожалуйста. Ага. На нашем сайте прямо сейчас вы можете связаться с нашими операторами. Их номера телефонов прямо сейчас выложены в группе, где вы вот сейчас находитесь. Для тех, кто смотрит меня в Facebook и для тех, кто смотрит меня в ТикТоке, я бы хотел сказать, что задать мне вопрос, а также пообщаться с оператором можно, перейдя в мой интернет-магазин aduiko.com, и на этом сайте интернет-магазина «Тибетская формула» вы можете сделать заказ препаратов, ознакомиться со всей нашей продукцией и выбрать для себя необходимую терапию через наших обученных консультантов. Ольга Швед.
Иногда появляется как бы перед глазами светящаяся зигзагообразная кривая, потом как слепое пятно. Что это и как исправить? Это всегда говорит о том, что есть дистрофия сетчатки или по-другому макулодистрофия. Обязательно обратиться к офтальмологу для того, чтобы определить, нет ли у вас разрыва сетчатки. Также пропить мои препараты глаукамин и катарфит. Можно еще Офтимакс, по-моему, как-то так называется. Катарфит, глаукамин. Но контролируйте артериальное давление, обратитесь к офтальмологу для того, чтобы четко понимать, какой процесс все-таки у вас появляется. То, что появляется, уже сигнализирует о том, что не все в порядке в глазном яблочке, в глазном дне, о том, что в макуле происходят или в сетчатке происходят какие-то изменения, и эти изменения, их необходимо понимать и знать, насколько это драматично или терпимо. Моей дочке СТФ сейчас 29 лет, в детстве была воспаленная лимфоузел, его скрыли, анализ показал золотистый стафилококк. Всю жизнь ножки болят, сколько анализа не сдать. Ангиной болеет часто, ковидом, ангиной, голос грубым, болят ступни ног и так далее. Мной был разработан препарат, он называется Гемартан. Принимать его необходимо определенным образом, 6 таблеток на ночь, первый день, и по 2 таблетки 3 раза в день в остальные дни. Принимать необходимо 1 месяц. По моему мнению, данный препарат полностью устраняет золотистый стафилококк с крови в случае, если есть инфекционное заболевание. Очень часто вот такие описанные вами синдромы являются синдромом аскарид. Дело в том, что если кто-либо из вас когда-либо болел аскаридами в детском возрасте, они могли сами исчезнуть, так вам казалось, или они могли быть пролеченными, и вы от них избавились. Цистулы или микроклетки самих аскарид очень часто могут находиться в легких. И устранить их из легких чрезвычайно сложно. Тем не менее, это очень усложняет жизнь человека, так как он становится склонным к заболеваниям респираторным. И вот я очень часто говорю эти слова. Проведенная терапия от глистов может помочь человеку заметно перестать болеть. Вот вообще, какая это терапия? Это препарат Популин моей компании, ингаляция с популином, там четверть чайной ложки в камеру компрессионного ингалятора, там 10 минут, 1 раз в день, хотя бы там 10 дней. Популин, 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. Ну и третье, это прием гельминфит препарата по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 30 дней. Данная терапия заметно улучшает состояние. Кстати, очень часто люди там холодно, там постоянно слабость и так далее. Один курс вот такого приема препарата заметно улучшает общее самочувствие пациента. Как обойтись без операции? Работаю за компьютером, пролечилась 2 раза. Адгезивный капсулит плечевого правого сустава и латерального эпикондилита правого локтевого сустава. Добавились пекучие боли в плече, ночью сильнее, днем немеют пальцы, тяжело снять одежду, онемение пальцев после сна, мизинец безымянный средний. МРТ шейного отдела, гемангиома тела С7, требуется наблюдение, 2 приема у разных нейрохирургов. Первый — цементирование гемангиомы, по второму назначению таблетки наблюдения. На цементирование пока не согласилась, пью таблетки, рука болит, диагноз точно не установлен. Может требуется дополнительное исследование, можно ли вылечить гемангиому препаратом ИТФ. Можно, смазывайте мазью шейный отдел, и мазь называется вертебралис. Принимайте препарат вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Обязательно уберите кислую пищу, острую пищу и выполняйте вот такие дыхательные упражнения. Это 100% сможет вам исправить данную проблему. Действительно, вот проверено. Подскажите, пожалуйста, на животе в одном месте болит кожа, как будто там синяк уже болит очень давно, неприятно даже от одежды. Что это может быть? Это всегда симптомы гастрита. Если есть точка, будто болит пупок, вокруг пупка, где-то одна точка на животе, это всегда симптомы гастрита. Поэтому прием препаратов, которые могут, допустим, снизить кислотность, там, омепразол, допустим, там, денол, и прием препарата омепразол по 1 таблетке 1 раз в день на протяжении 1 месяца могут убрать вот такой болезненный синдром.
Второй вариант — это использование имбиря. 1 столовая ложка порошка имбиря заливается кипятком, пьется 1-2 раза в день. Такой имбирь может убрать. Из народных способов это использование завара или отваренных рылиц кукурузы, 1 столовая ложка на стакан воды. Кстати, вот таким компрессом, который получается от рылиц, очень хорошо прикладывать к ороговевшим псориатическим бляшкам там где-либо. И это очень мягкую делает кожу, и она потом сгибается, не твердеет, и сами пластиночки утоньшаются. Очень проверено, вот очень рекомендую. С вами был Андрей Дуйко. Жить легко поможет вам Дуйко. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. И он поможет это с помощью своей компании «Тибетская формула». Переходите прямо сейчас на мой сайт «Тибетская формула». Ищите меня на моем YouTube-канале «Тибетская формула. Спасительные рецепты». Выбирайте для себя необходимую терапию. В случае, если у вас возникают вопросы, внизу в правом углу нашего сайта находится связь с оператором. Также не обязательно ничего покупать, вы можете перейти на сайт, хотя было бы неплохо. Переходите на мой сайт и читайте статьи мои о здоровье человека, о том, как мы от чего болеем, какие, по моему мнению, есть альтернативные методы помощи своему организму. Это интересно, это полезно, и это делает нас молодыми и здоровыми. Еще